Слышишь? За окном уже совсем стемнело. Рига укрылась темно-синим звездным плащом. В траве тихонько поют свои ночные песни сверчки, а наш подоконник медленно погружается в уютный покой. Закрывайте глазки, мои друзья, укрывайтесь потеплее. Сегодня папа Колючка расскажет вам о том, где живет настоящая мудрость. В тот август вечер на подоконнике был совсем неспокойным. Завтра хозяйка уезжала по делам на целых 2 дня, и наши кактусята не могли уснуть. Они гудели, как самый настоящий рой испуганных пчел. Сашка ходил кругами вокруг своего горшочка, нервно поправляя очки иголки, и шептал, но очень панически: «Друзья, у нас настоящий кризис, чрезвычайная ситуация. Завтра хозяйки не будет 2 суток. Кто поливать нас будет? Кто скажет нам вечером, что мы самые красивые и замечательные? Мы же завянем. Мы завянем от одной только тоски». Маленький Безум сжался в комочек и от страха задрожал всеми иголочками. Я уже завял, морально завял. Мне кажется, моя земля даже стала холоднее. А Дивун, как всегда, подпрыгнул до самого потолка. Ого-го! Апокалипсис! Конец воды и уюта! Что делать? Только добрая Машуля тихонько посмотрела вниз за край подоконника, где прямо на теплой батарее, укутавшись в собственный хвост, спал кот. Ребята, а может спросим у Мур-деда? Он ведь живет в этом доме дольше всех. Он точно все знает. Все 12 кактусят одновременно выстроились у самого края подоконника и посмотрели вниз. Там, на батарее, жил кот Рич. Огромный, черный, как ночное небо, и вечно полусонный. Хозяйка звала его ласково Рич, а кактусята уважительно прозвали Мур-дед. Говорил он очень редко, медленно, с большими паузами, будто каждое слово сначала долго взвешивал на своих усах. Дивун, как самый бесстрашный, решил действовать. Он обмотал талию тонкой ниткой и отважно спустился вниз, прямо на теплую кошачью спину. Словно альпинист, он подполз к самому уху кота. Изнутри кота Рича доносился глухой, мощный гул. Его внутренний моторчик тарахтел, как настоящий теплый трактор. Мррр, мррр. Дивун набрал в грудь воздуха и гаркнул прямо в пушистое ухо. Ого, Мур-дед, проснись! У нас беда! Нам нужен твой мудрый совет.
Срочно!» Кот Рич медленно-медленно приоткрыл один глаз. Долгая, очень долгая пауза. Его желтый глаз в темноте светился, как маленькая круглая луна. Кот сладко во весь рот зевнул, потянулся и тихо, низким басом произнес: «Мрррр! Вопросов у вас всегда 12. Ровно столько же, сколько и вас самих». И он снова закрыл глаз, собираясь заснуть. Сверху, с подоконника, раздался отчаянный хор 12 тоненьких голосков. «Ну, пожалуйста, Мурдет, ну, помоги!» Кот Рич тяжело вздохнул всем своим огромным пушистым боком, не открывая глаз. «Ладно, задавайте, но только один, самый главный вопрос». Кактусята совещались ровно 2 секунды, пошептались и вытолкнули вперед Сашку. Сашка перевесился через край и пискнул вниз. «Мур, скажи, как нам не бояться, когда хозяйки нет рядом?» Наступила тишина. Очень долгая пауза. Слышно было только, как за окном стрекочут сверчки. Кот Рич медленно повернулся на другой теплый бок, почесал лапой ухо. Все кактусята на подоконнике затаили дыхание. И, наконец, Рич промурчал, едва раскрывая пасть: «Мрррр, бойтесь на здоровье. Бояться — это нормально. Но только помните, хозяйка всегда возвращается. А вы ведь не одни. Взгляните друг на друга. 12 колючих спин, стоящих рядом. Это же настоящая стена. Вас не сломать. А я полежу здесь и посторожу ваш сон. Мрррр». И кот Рич начал тарахтеть. Это было не просто мурчание, это была настоящая глубокая ночная волна тепла, густое, бархатное, умиротворяющее мрррр, тук-мрррр заполнило всю комнатку. Она докатилась до батареи, поднялась по шторам и мягко укутала весь подоконник. И произошла магия. Дион больше не орал. Он тихонько свернулся калачиком в своей теплой земле. Бизун перестал дрожать и сладко-сладко зевнул. Машуля улыбнулась во сне, а Марина аккуратно укрыла каждого кактусенка мягким, нежным лепестком от ромашки. В комнате остались только два звука: тихая песня сверчков за окном и бесконечное теплое мурчание Рича. Маленький Витька уже сквозь сон шепнул: «Слышите, наша стена, она мурчит».
Папа колючка, поправив ромашковое одеяльце, и тихо прошептал: в ту ночь наш подоконник спал самым крепким и добрым сном, потому что иногда лучшая мудрость — это не умные и длинные слова, а теплый, пушистый бок рядом и тихий звук мрр, который без слов говорит: я с вами, все будет хорошо. Спи и ты, мой дружок, Мурдет бережет твой сон, а твоя колючая стена друзей всегда рядом. Закрывай глазки, спокойной ночи, пока-пока.